Я еду в больницу, и сейчас я вам расскажу, что случилось, как проходит процесс приема и лечения в польских больницах и что со мной произошло. Ну и значит так, пару дней назад поехал по делам в город и, высаживаясь из-за руля, слишком резко повернулся или крутнулся как-то так неаккуратно, в общем, вышел из машины. Ну и меня скрутило пополам. Скорее всего, либо нерв защемило, либо диск выскочил. Сейчас мы как раз это и узнаем в больнице. Боль просто непереносимая. Ни сесть, ни встать, ни лечь. В туалет сходить вообще проблема, когда хочешь сесть. Вот. Давно у меня уже была идея записать видео о больницах польских. И в конце видео я вам расскажу разницу между бесплатными больницами и платными. Так что оставайтесь, досмотрите до конца. И самая большая проблема здесь, в Польше, в Европе, это то, что ты не можешь пойти в аптеку и купить какое-то обезболивающее, такое как Немесил, например, потому что оно только по рецепту. Без рецепта оно не продается. Ты можешь купить какие-то там обычные обезболивающие, типа нурофена, или как они там называются, такие простенькие, которые при такой боли особо сильно не помогут. Вот. Поэтому обязательно нужно обращаться к врачу. Здесь все только делается через врачей. Минимум самолечения. Поляки вообще этого не приветствуют. Поэтому едем и постараюсь по возможности показать весь процесс, если разрешат, как это будет проходить в польской поликлинике. Точнее, больница как бы, но это как у нас поликлиника. Вот, собственно, мы и на месте. И самое, что раздражает здесь, это платные паркинги. Сейчас я вам покажу. Ну, и самое тяжелое, конечно, это выйти из машины. О, это очень неприятно. Окей, идем заплатим за паркинг и будем двигаться потом в больницу. Я немножко ошибся. Паркинг платный, но если на 1 час, то 1 час бесплатно. Поэтому я думаю, что за час мы управимся. Билетик оставляем под стеклом. Идем в поликлинику. Буквально пару минут хочу обратить ваше внимание на эту поликлинику, как она сейчас выглядит. Я был здесь последний раз, может быть, 5 или 6 лет назад. И оказывается, 2 года назад здесь был сделан ремонт. И я прям даже сразу не заметил, что что-то кардинально прям изменилось. Но стало, конечно, намного аккуратнее, намного приятней. Вот. И люди рассказывали, там сосед, с которым я сидел в очереди, говорит, что он с самого детства ходит в эту поликлинику, и ну, она прям за эти там 30 лет изменилась прям кардинально. Вот, чего я за последние 6 лет сильно не заметил. Вот. Но как бы так это выглядит. Ну и так, процедура здесь следующая. Приходишь в поликлинику, идешь на информацию. С информацией тебя отправляют к старшей медсестре, пеленгнярка, как это по-польски. И она уже потом тебя отправляет конкретно к какому-то лечащему врачу, который дальше скажет, что делать. Ну вот сейчас я жду в очереди. Где-то с полчаса, наверное, мне надо будет подождать. И дальше вам расскажу, что мне приписали и что выяснилось. К сожалению, не получилось записать визит у врача, потому что врачи не дали согласия на съемку. Вот, заняло мне это примерно 2,5 часа от того, как я приехал, и вот я уже закончил все. Защемление нерва, сделали сразу укол. Ага, сначала было так, что я пришел к этой медсестре, которая меня направила к лечащему врачу, так называемый семейный врач. Вот. Этот семейный врач меня осмотрел, сказала, что у меня защемление нерва, выписала мне рецепт на лекарства.
это кетонол и еще какой-то там, вот. И отправила на укол, который мне сделали прямо тут же в больнице, на обезболивающий, и отправили домой. Ну и, как я и обещал, рассказать разницу между платной и бесплатной медициной. Здесь, в этой больнице, в которой я был, это бесплатная медицина, это государственная. Если ты платишь налоги все, то ты можешь пользоваться бесплатной медициной. Разница в том, что здесь, если ты приходишь, то ты всегда сидишь в очереди, и если даже тебе сказали, что ты записался, как мне сказали, что я на 11 часов был записан, я все равно попал к врачу ближе к 12, потому что врач никуда не спешит, врач получает деньги, я так подозреваю, за каждый день оплаты, а не за каждого клиента. Могу ошибаться. И все потихоньку, не спеша, по очереди принимают. И главная проблема, что часто, если тебе нужны какие-то дорогостоящие анализы, например, там резонанс, томография, или УЗИ, то это нужно ждать, неделями, месяцами. На резонанс, например, люди ждут по 8, по 9 месяцев. Ну и какая же разница с платной медициной? У меня также выкуплен пакет в платной клинике, сети платных клиник. Но в этом пакете всего лишь несколько врачей, там, скажем так, самых основных. Это там такие как аллерголог, гинеколог, например, такой пакет, да, и туда входит около 10-12 врачей, может быть. Ты можешь всегда зайти в приложение, выбрать себе врача необходимого, записаться на конкретный день. Как правило, эти термины, они всегда близко того дня, когда ты хочешь записаться. То есть ты не ждешь месяцами, неделями, максимум, что можешь подождать. У меня было это, по-моему, около недели, один раз всего лишь. И все, ты ни за что не платишь. Ты просто приходишь в назначенное время, отводится около 20 минут на каждого клиента, ты просто приходишь, тебя там принимают, и на этом все заканчивается, как бы. И ты не ждешь, как в бесплатных клиниках, месяцами. Еще такой момент, так как я веду частную деятельность, я предприниматель, то мне не нужно брать больничный. Очень часто людям нужен больничный, и когда ты приходишь к врачу, тебе задним числом даже до 2-3 дней, насколько я помню, могут выписать этот больничный на работу. Так как я предприниматель, то мне этого не нужно, и я этими услугами не пользуюсь. Мне выписали рецепт, я получил на телефон сообщение с кодом, с которым я могу прийти в аптеку и ничего больше не показывать, просто сказать код. И точно так же у меня есть на листике, на бумажке распечатанный рецепт, с которым я точно так же могу прийти в аптеку и купить те лекарства, которые мне врач сейчас выписал. Вот, поэтому сейчас едем в аптеку и буду покупать лекарства, которые мне прописали. Видео вышло, видимо, достаточно коротким, так что приношу свои извинения. И если кого-то вдруг интересует больше информации о польском здравоохранении, дайте знать, напишите комментарий и не забудьте подписать. Всем удачи, пока.